Добрый день, уважаемые комрады. Если, конечно, его можно назвать добрым. Я родился и прожил половину жизни в СССР, и для меня это все одна страна, одни люди. И, в общем, я катастрофически Не понимаю эту я просто не понимаю. Но жизнь, тем не менее, пока еще продолжается, и мы продолжаем наш разговор о местах, где копать запрещено. В прошлый раз мы говорили о металлокопе возле железной дороги. Ссылка будет выше в верхнем правом углу экрана. Сегодня мы поговорим о металлокопе в районе линии электропередач, сокращенно ЛЭП. Надеюсь, ни для кого не является секретом, что электропровод – это запрещенный к приемке металлолом. И это точно. И сейчас никто этим бизнесом не занимается, так как было раньше, в 90-е годы. Да ладно. Поэтому говорить будем только о металлокопе под линиями электропередач, вблизи опор, столбов линий электропередач и так далее. На ютубе полно роликов, где ребята копают возле ЛЭП и хвастаются, как много они там накопали и какие они крутые. Они думают, что они ничего не нарушают, и нельзя только влезать на столбы, на которых нарисован череп с костями. В принципе, логично. Так вот, ребята, вы или очень сильно заблуждаетесь, или просто нагло врете. Вранье! Возле ЛЭП, как и возле каждого объекта инженерных коммуникаций повышенного класса опасности, существует так называемая охранная зона, в границах которой не то что копать, там даже ходьба не приветствуется. Вот это поворот! И тут возникает закономерный вопрос. Сколько метров по земле составляет площадь этой самой охранной зоны возле ЛЭП? А теперь самое интересное. А сейчас, ребзя, будет прямая цитата из соответствующего нормативного документа РАО ЕС. Да что ты, черт побери, такое несешь? Да-да, господа, не ругайтесь. Я знаю, что РАО ЕС давно расформирован, и сейчас вместо него там какая-то херобора типа Россети или что-то там такое. И это все не важно. Важно, что нормативный документ до сих пор действует. Так вот, возвращаемся к нашей цитате. Охранная зона электросетей – это территория воздушных линий электропередачи в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. У линии напряжением 0,4 киловольта это расстояние составляет 2 метра от крайнего провода, для 10 киловольт 10 метров, для 35 киловольт 15 метров, на линии 110 киловольт 20 метров, 220 километров 25 метров. Цитата закончена. Вот тогда. А что конкретно запрещено делать в этой самой охранной зоне, спросите вы меня? Да практически все, дорогие мои любители халявного металла. К примеру, запрещено строительство, капитальный ремонт, реконструкция, посадка деревьев, вырубка кустарников, новоглубительных землячных продолжать машин, механизмов, набрасывать на провода, электропередач, размещать любые объекты, размещать свалки, размещать любой вес. Что касается нашего землекопа, существует отдельный пункт. Запрещены земляные работы на глубине более 0,3 метра и, внимание, также планировка грунта. Все уяснили. О мерах уголовного и административного воздействия на вашу тушку, в том случае, если она будет поймана в соответствующей охранной зоне с лопатой и металлоискателем, я рассказывать не буду. Ну, погуглите сами где-нибудь там в интернете, если вам не лень. И у вас, наверное, остался последний вопрос. А вообще, овчинка в иголке стоит? Так ли сладкие эти места под ЛЭПами? Действительно ли там много жирного металла? И стоит ли так рисковать? Скажу сразу, металл там есть, но немного и не везде. Откуда я знаю? Ну, был такой грех. На первом году своего металлопоиска иногда забредал я под ЛЭП со своей клюшкой и немножко металла накопал. Если обобщить,
из 4 случаев в разных местностях, в 2 случаях металл был, но немного, в 2 не было вообще от слова совсем. А стоит ли так рисковать, решать только вам. Но учтите, Вот только везет. Немного. одно дело, когда вам нечего жрать, а особенно если вам детям нечего жрать. Другое дело, когда вы гуляете просто ради фана. Согласитесь же, совсем разные случаи. Лично я вам ничего не советую, ни на что вас не подстрекаю. Это дело вашей личной ответственности и ваше личное решение. Вот только боюсь, что в связи с последними событиями в нашей стране и в соседних странах тоже, нашего брата, металлокопаря, будет все больше и больше. И весь металл будет выгребаться не то что подчистую. Я думаю, гвоздя последнего в поле не останется. Деньги есть. Но это все, как говорится, инфо. In my honor opinion, мое личное мнение. Пишите сами, что вы думаете по этому поводу в комментариях ниже. Я прощаюсь на этом, всем пока. Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Камеру вырубай, блядь, мудила, блядь.